А депозит на сайт я делал с великолепным промокодом SALES40, который дает 40% к вашему депозиту. Пользуйтесь. Друзья, всем привет, с вами Шестизарядный револьвер. Сегодня у нас знаковое событие. На календаре 1 сентября. Конечно, не 3, календарь переворачивать не нужно. Я календарь, я календарь, я календарь, я календарь. Но именно в этот день, наконец-то, мы все можем поиграть в CS2, так как ее выпустили в открытый бета-тест. Я уже с самого утра проснулся, залез в CS-очку, и у меня доступ уже есть, только-только закончилось обновление, поэтому, скорее всего, в следующие видео будет как-то интегрировано CS2. И сегодня в честь такого события мы будем открывать кейс CS2 200 раз. 200 раз. Ну, в нем же есть число 2, как в CS2, типа, поэтому. На сайте MyCSGO все как обычно. Давайте начинать. 17 тысяч рублей у меня на балансе. Я много раз говорил, что не люблю делать большие депы, но в последнее время у меня только большие депы. Сегодня я просто, не мог пройти мимо. Бета-тест у меня. Скоро буду играть, поэтому давайте пока что пооткрываем кейсы, чтобы выбить какие-то крутые стены в новую игру. Будем открывать медленно, сразу же по 10 штук и смотреть, в принципе, что мы можем из этого получить. У нас тут есть нож с лезвием крюком, зуб тигра. Я недавно пересмотрел взгляды на данный нож. На самом деле, в принципе, в хорошей раскраске хороший нож. Поток информации, неоновый гонщик, золотая спираль, но тут, в общем, все по мелочи. Мы вообще ждем нож, либо перчатки, чтобы они смогли нас окупить. Наши затраты, хоть, конечно, и не намного, но если выпадет и нож, и перчатки, то намного. Но, в общем, надеемся на хороший дроп. Проверяйте свои аккаунты в Steam, аккаунты в CS, если вы еще это не сделали. Доступ появляется прямо в игре, когда вы в нее заходите, сверху новостей. В самой игре у вас появляется окошечко, где есть кнопка участия в бета-тестировании. Плюс вышла еще новая Инферно, полностью обновленная. Я пока что не бегал по ней, но посмотрел маленький видосик. И реально круто обновили, полностью просто заменили все, что только на ней возможно. В принципе, как сделали это и с Оверпассом. Надеемся, что все остальные карты, которые пока что не попали под обновление, также обновятся. Ввели новую систему игры MR13. Как по мне, не очень хорошее нововведение. Мне нравилось 30 раундов. Ну, то есть, как бы разработчики же говорят о том, что это поможет нам сократить время игры. А кто, блядь, вообще просит сокращать время игры? Ну, как бы, если ты заходишь поиграть, у тебя есть уже сформированное мнение, что ты будешь играть там 40, час у тебя будет длиться игра. Зачем, блядь, это уменьшать? Раньше в CS 1.6 или в CS SUS вроде бы была такая же система, но сколько уже лет CSGO? Более 10, и вроде уже все привыкли играть так, как они играют. Не особо понимаю этого момента. Добавился новый рейтинг, вот это вот достаточно круто, что теперь на каждой карте будет отдельное звание. У всех 10-х левелов Faceit будет Global на Мираже и Сильверы на каждой другой карте, да, в принципе, как может быть иначе. И, в общем, добавился мировой рейтинг, который будет, я так понимаю, как ММР в Доте 2, то же самое будет и в КС. Это прикольно, это круто. То, что теперь, я думаю, будет больше шансов новичкам, которые круто играют в игру, чтобы их заметили топовые команды, так как теперь этот рейтинг будет прямо в игре, на Faceit, в общем, куда ни глянь, куда ни плюнь, будут топовые игроки. Лайк. Очень-очень хочется поскорее это затестить, поскорее это попробовать. Как только запишу видео и разделаюсь со всеми своими делами, сразу же засяду. Единственное, интересно, когда будет первый турик по CS2, потому что, как я слышал, первый турнир должен был состояться уже в сентябре или в конце августа, но из-за проведения турниров CCT и Blast на те же даты, когда должен был быть турнир в CS2, этот турнир, собственно говоря, я не знаю, там перенесли, отменили или что с ним сейчас, никакой информации нету, но он не проведен, и я так понимаю, в ближайшее время его тоже не будет. Хотя очень жаль, очень крупный турнир на $1 миллион, это, грубо говоря, мажор предоставляет призовые в размере $1 миллиона, $1 200 000, а тут просто обычный турнир по CS2 уже
с таким внушительным призовым фондом. Так как не будет мажора в этом году, я думаю, этот турик очень хорошо бы повлиял на заработок команд и был бы не самым последним, который есть. Да, конечно, в нем было бы миллион рандома, потому что никто эту, блядь, CS2 не тренил, ну, я думаю, кроме там тир-2 каких-нибудь команд, тир-3, может быть, даже, которые так стабильно не выступают на тир-1 сцене. Конечно, первый турнир — это полный рандом, так говорят все, я полностью с этим согласен, потому что игра еще не изведана, все смати, молити, флешти и так далее могут, ну, не могут быть, они и так, они уже переработаны, так как открыли полностью скайбоксы. И когда ты там, допустим, кидаешь смоук, и он бьется от невидимую текстурку неба и падает в нужную точку, то теперь такого не будет. И как с этим мириться? Плюс полностью переработали оверпасс, инферно, то есть по факту те точки, которые были до этого, с которых раскидывали гранаты, их, по идее, вообще сейчас нет. Сложно. И немного, конечно, странновато, что по итогу с беткой открытой так затянули. Она выходит в конце лета. Следующий мажор уже, по идее, должен быть в следующем году весной. Времени на подготовку не так много. И что делать? Муравью может хуй приделать, друзья. Пока что на данный момент что-то там вообще ничего не падает, но мы не в таком большом минусе. Я продаю абсолютно все предметы, которые выпадают. Для меня нож и перчатки. Это сегодняшняя цель. Ну, особенно нож, потому что нож очень красивый. Перчатки тоже прикольные, но не совсем то, что нужно. И я так понимаю, мы откроем даже более 200 кейсов. И интересно, как сейчас повлияет выход CS2 на рынок стенов, так как все поголовно кричали, твердили то, что сейчас все будет по-другому, цены изменятся, так как улучшена графика. И интересно на это посмотреть, насколько сильно поднимется цена там, у каких-нибудь сапфиров, волн, градиентов. Хотя я вот только вот перед записью смотрел видео у Дейв Фолловера, и он показывал, что там некоторые скины просто пошли по пизде. Там, грубо говоря, тот же Дигл Пламя, у него просто сдвинулась текстура вот так вот. Ну, то есть, короче, это все нужно еще фиксить, это все еще нужно тестить, смотреть и следить за тем, что будет происходить. Я очень надеюсь, что CS2 приживется, так как все-таки это новая эра. Ну, новая игра, как бы кто не говорил, что это просто обновление CSGO. Да, там все осталось то же самое, но много изменений, которые, правда, влияют на игру, которые не оставят равнодушным ни одного человека. Главное, чтобы все это прижилось. Все очень красиво, по-современному, интересно, новые системы рейтинга и все в этом духе. Это круто. Пока что мы прям особо не отходим от кассы, не опускаемся даже ниже 10 тысяч. Но и ножа мы так и не видим. И перчаток, соответственно, тоже. Ну, в общем, ничего мы с вами успешно не выбили. Ни ножа, ни перчаток у нас не получилось выиграть сегодня. Но, как анекдот такой есть, стоят два мужика, спорят. Один другому говорит, давай на 100 баксов поспорим, что я могу сейчас свой глаз вкусить. Он говорит, все, спорим, этот хоп, глаз достает, вот так кусает, обратно вставляет. Он говорит, давай еще раз поспорим, что я могу свой другой глаз укусить. Он говорит, все, спорим. Он челюсть достает, кусает свой другой глаз, вставляет обратно. И третий раз говорит, давай спорим, что я тебя сейчас обоссу с ног до головы, а будет пахнуть французскими духами. Вот, ладно, все, спорим. Они опять спорят, он все обоссывает его с ног до головы, все, воняет мочой. И он говорит, а как французскими духами не пахнет? А тот, что спорил, говорит, ну не всегда же мне выигрывать. Поэтому и мне же не всегда выигрывать. У нас последние выпуски очень окупные идут по all-in кейсам, поэтому не беда, что мы сегодня проиграли. Проверяйте аккаунты на наличие открытого бета-тестирования в CS2. Наслаждайтесь игрой, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пользуйтесь моим промокодом. Всем пока!